Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые зрители, подписчики моего YouTube-канала. С вами юрист Валерий Табаков. Добро пожаловать в подробнейший, глубокий, аналитический разбор, который я подготовил специально для вас. Сегодня мы детально разберем самый острый, самый конфликтный и, по моим профессиональным оценкам, наиболее вероятный сценарий развития событий на судебном заседании по делу Вячеслава Зинченко, которое должно состояться 15 июня 2026 года в Шевченковском районном суде города Львова. Так что, любители острых ощущений, предвкушайте. Будет интересно. Это дело об убийстве Ирины Фарион, которое мы рассматриваем здесь, обозрение ситуации, по которому я здесь веду в своем YouTube-канале. Это дело давно уже перестало быть рядовым уголовным процессом. Оно превратилось в настоящее политическое, идеологическое, языковое противостояние с элементами шоу, где на одной чаше весов судьба молодого парня из Днепра, а на другой фундаментальные конституционные права каждого гражданина Украины. Право говорить на родном языке в суде, право на полноценную защиту, право на беспристрастного судью, который не позволяет своим личным политическим взглядам влиять на отправление правосудия. Я подробно остановлюсь на сценарии, который будет заключаться в следующем. Предположим, суд откажет полностью или в значительной части в удовлетворении возможного ходатайства Зинченко о даче показаний, заявлении ходатайств и участии в процессе на русском языке с обязательным обеспечением бесплатного квалифицированного переводчика. После такого отказа вероятного Вячеслав, возможно, перейдет к активной, последовательной и юридически обоснованной тактике. Он сможет начать публично заявлять, что не полностью понимает происходящее в зале суда из-за языкового барьера. И при каждом высказывании судьи, прокурора, представителя потерпевшей стороны или любого другого участника процесса будет громко на весь зал судебных заседаний четко и настойчиво требовать переводчика, тем самым фиксируя нарушение в режиме реального времени. И это будет не хаос и не эмоциональный срыв. Это будет осознанная, выверенная, процессуальная стратегия, направленная на максимальную фиксацию грубейших нарушений норм Конституции, Уголовного процессуального кодекса и международных стандартов справедливого правосудия. Давайте, друзья, разберем все максимально подробно, шаг за шагом, с юридической аналитикой, прогнозами различных вариантов, возможными репликами участников и долгосрочными последствиями такого сценария для всего дела. Итак, полный контекст дела и почему язык стал центральным вопросом. Напомню ключевые обстоятельства. Дело касается обвинения Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Рассматривает его коллегия судей в составе председательствующего Петра Невойта, а также судей Александры Баевой и Павла Эдера. Атмосфера во Львове предельно накалена. Любое упоминание русского языка пытаются представить как доказательство пророссийских взглядов или мотива преступления, хотя
На самом деле язык – это всего лишь средство коммуникации, а не характеристика или признак вины. Каковы основополагающие нормы права, которые суд обязан соблюдать? Статья 29 Конституции Украины прямо закрепляет право каждого гражданина пользоваться родным языком в любых сферах общественной жизни, включая судопроизводство. Статья 42 УПК Украины детально регулирует языковые права участников уголовного процесса. Производство ведется на государственном языке, однако обвиняемый имеет безусловное право давать показания, заявлять ходатайство и выступать на том языке, которым он владеет в наибольшей степени. Статья 68 УПК Украины императивно обязывает суд привлекать бесплатного переводчика в случае, если участник процесса нуждается в переводе. Перевод должен быть полным, точным и квалифицированным. Любое затягивание или отказ – это существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Кроме того, статья 6 Европейской конвенции о правах человека гарантирует право на справедливый и публичный суд независимым и беспристрастным судом. Практика Европейского суда по правам человека, дела типа Хусайн против Польши, Персак против Бельгии и многие другие однозначно показывает, если человек заявляет о недостаточном понимании языка судопроизводства, суд обязан это обеспечить. Игнорирование такого заявления почти автоматически влечет признание нарушения. Отдельно в этой связи стоит вспомнить резонансное высказывание судьи Петра Невойта от 1 мая 2026 года. В открытом судебном заседании он публично назвал русский язык мовой оккупанта. Это не частное мнение, это заявление, сделанное в рамках процесса, которое демонстрирует явную предвзятость. Именно поэтому мы готовим ходатайство об отводе всей судейской коллегии. Мы здесь в данном случае имеется в виду я. Детальный разбор сценария на 15 июня 2026 года, то есть будущего судебного заседания. Зинченко или его защитник в начале заседания подает мотивированное, письменное и устное ходатайство примерно следующего содержания. Прошу разрешить мне давать любые показания, заявлять ходатайства, задавать вопросы и участвовать в судебном разбирательстве на русском языке, как на моем родном языке. Также прошу обеспечить участие бесплатного квалифицированного переводчика, поскольку я не владею украинским языком в достаточной мере для понимания всех юридических тонкостей, процессуальных терминов и нюансов, что напрямую лишает меня возможности осуществлять право на свою защиту в полном объеме. Если суд отказывает полностью или формально удовлетворяет, но не обеспечивает переводчика здесь и сейчас, то Зинченко в таком случае обоснованно может перейти к активной фазе самозащиты своих прав. При любой реплике в зале он может четко и громко начать заявлять: «Я не понимаю украинский язык в полной мере. Я не понимаю,
что сейчас было сказано. Требую немедленного предоставления переводчика. Это грубое нарушение моих конституционных прав и права на справедливый суд. И такие заявления будут звучать систематически при каждом выступлении судьи, прокурора, потерпевшей и так далее. Ну а теперь разберем возможные варианты развития событий. Вариант номер 1. Суд пытается игнорировать требования Зинченко и продолжать процесс как обычно. Вероятность такого варианта это 50-60%. Судья Невойт заявляет: судебное разбирательство ведется на государственном украинском языке. Обвиняемый ранее показывал, что понимает украинский, ходатайство отклоняется, в полном объеме переводчика не вызывают или максимально затягивают. Зинченко начинает свою тактику. Зал суда наполняется его повторяющимися требованиями и возгласами. Реакция суда. Сначала устное замечание, потом предупреждение, а затем удаление обвиняемого из зала суда на основании статьи 328 УПК. Заседание могут попытаться продолжить без Зинченко, но это крайне опасный путь для суда, потому что удаление в ситуации, когда человек защищает свои базовые права, является несоразмерной мерой и само по себе станет основанием для отмены любых решений. Вариант номер 2. Суд вынужден объявить перерыв и привлечь переводчика. Вероятность такого сценария 20-30%. Под давлением постоянных прерываний, риска громкого скандала, присутствия прессы и очевидных будущих апелляционных оснований Невойт объявляет технический перерыв от 30 минут до часа и более и вызывает переводчика из реестра или по своим каналам. Зинченко получает возможность говорить по-русски, но каждое его слово будет сопровождаться раздражением судьи, репликами о затягивании, политических манипуляциях и попытками ограничить время или объем показаний. Это уже частичная, но важная процессуальная победа. И вариант номер 3. Это полный эмоциональный и процессуальный скандал с фактическим срывом заседания. Вероятность такого варианта 15-25%. Активное отстаивание прав Зинченко приводит к тому, что судья полностью теряет контроль над ситуацией в зале. Потерпевшая сторона, София Особа и прокурор начинают требовать самых жестких мер, вплоть до применения физического принуждения или дополнительных санкций. Могут удалить не только обвиняемого, но и попытаться ограничить доступ журналистов и публики. В таком случае заседание с высокой вероятностью перенесут на другую дату. Для нас это тоже выгодно. Каждое перенесенное заседание с зафиксированными нарушениями усиливает нашу позицию в вышестоящих инстанциях. И, наконец, подробный анализ реакции всех участников процесса. Прокуратура. Они будут занимать максимально жесткую позицию. Прокуроры заявят, что Зинченко прекрасно понимает украинский, что все это очередная тактика затягивания процесса и манипуляция общественным мнением. Они будут просить суд применить меры процессуального принуждения. Потерпевшая сторона.
Реакция Софии Особой и Натальи Романовой будет крайне эмоциональной и болезненной. Для них русский язык – это глубокий триггер. Они обвинят Зинченко в провокации, цинизме и неуважении к памяти погибшей, будут требовать от суда не поддаваться на шантаж. Судейская коллегия во главе с Невойтом. Какова будет ее реакция? Почти со стопроцентной вероятностью судейская коллегия отклонит ходатайство об отводе. Невойт будет сам оценивать собственную беспристрастность. И это, друзья, классический конфликт интересов, который мы обязательно подчеркнем в жалобах. Каждое резкое слово, каждый отказ, каждое игнорирование требований переводчика мы тщательно занесем в протокол судебного заседания. И, наконец, наша полная стратегия защиты уже после 15 июня. Первое. Максимальная фиксация каждого требования переводчика и каждого отказа в аудио, видео и письменном протоколе. Второе. Немедленное заявление ходатайства об отводе всей судейской коллегии со ссылкой на высказывание Невойта 1 мая 2026 года в судебном заседании, где он русский язык назвал мовой оккупанта, и плюс к этому новые факты отказа в переводчике. Третье. Подготовка и подача апелляционной жалобы на любые промежуточные решения. Четвертое. Дисциплинарная жалоба в Высший совет правосудия на действия судьи Невойта. И пятое. Сбор полного пакета документов для жалобы в Европейский суд по правам человека по статье 6 Конвенции нарушения права на справедливый суд и беспристрастность. Каждое такое заседание с грубыми нарушениями – это не поражение, а очередной мощный кирпичик в фундамент будущей отмены приговора в апелляции или кассации. Сделаем итоговый прогноз и выводы. 15 июня 2026 года заседание с очень высокой вероятностью пройдет в крайне напряженной, нервной и конфликтной атмосфере. Скорее всего, Зинченко будет удален из зала. Ходатайство об отводе отклонят. Но мы получим колоссальный массив неопровержимых доказательств системных нарушений права на защиту, права на родной язык и права на беспристрастный суд. Дорогие друзья, это дело давно вышло за рамки одного человека. Оно стало настоящим тестом для всей украинской судебной системы. Готова ли она соблюдать букву и дух Конституции и международных обязательств Украины, когда речь идет о языковых, политических и идеологических вопросах? Или политика, эмоции и предвзятость полностью подмяли под себя правосудие? Я призываю всех вас внимательно следить за событиями 15 июня. Распространяйте эту информацию как можно шире. Делитесь видео. Обсуждайте в комментариях. Общественный контроль и поддержка сейчас крайне важны. Сразу
после заседания я выйду с прямым подробнейшим разбором всего того, что произошло. Если у вас остались вопросы по этому сценарию, по отдельным статьям УПК, по практике ЕСПЧ или по делу в целом, обязательно пишите в комментариях. Я читаю их и стараюсь отвечать по мере возможностей. Что, друзья, ну а кто может, пожалуйста, донатьте. Реквизиты для донатов в описании этого видео и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. Боремся и победим. До новых встреч!